Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Значит, сегодня настал день и час замены масла в моем вариаторе. То есть в вариаторе автомобиля Captur 1.6 бензин 2018 года. Вот такие вот материалы мной были приобретены. Все масла и все сопутствующие, то есть фильтра, прокладка поддона, фильтр воздушный, фильтр салонный, мной были куплены в одном из белорусских интернет-магазинов под названием водила.бай. Вот, достаточно классный магазин, чтобы не позвонил, чтобы не спросил, все всегда есть. Единственное, позвонил, спросил, сколько будет стоить такой вот адаптер. Я потом поближе покажу. Мне выставили ценник 230 рублей, это стало очень дорого. На Алиэкспресс это стоит порядка 40 долларов. Вот это тоже было дорого, поэтому я попросил своего друга из Китая, и он мне нашел такую вот штуку всего лишь за 15 долларов. Но, к сожалению, вам я ссылку на это дело дать не могу, хотя почему не могу, я ссылку дам, где эта штука стоит порядка 40 долларов. Пару ссылочек, наверное, вам дам. Все же дешевле, чем 230 рублей, это порядка 70-80, наверное, долларов на наши деньги. Мной куплен на Алиэкспресс нагнетатель пневматический. Что я хочу, друзья, сделать, сейчас я вам расскажу. Вы все знаете, что у нас полную замену масла в таких вот гаражных условиях сделать практически нереально. Для этого нужен специальный аппарат. Все люди делают частичную замену, то есть 3-4 литра слили, 3-4 литра залили. И там у нас еще остается порядка 3,2 литра, то есть старого масла без замены. Я же хочу пойти немножко дальше, попробовать пойти немножко дальше. То есть для этого я и купил данный адаптер. Что мы будем делать? Будем снимать теплообменник. Вместо теплообменника устанавливать такой вот адаптер. К одному из входов подключать наш нагнетатель. То есть заливаем сюда масло. И к выходу будем подключать, соответственно, просто шланг и сливать в емкость. Одновременно будем сливать и нагнетать. То есть получается как бы тот же самый аппарат. Сейчас я покажу вам и расскажу, что я приобрел. Вот все материалы, которые мной были куплены на сайте водила.бай. Значит, на свой страх и риск я купил в коробку в вариатор вот такое масло. То есть Mitasu CVT NS3. Взял 2 канистры по 4 литра. Надеюсь, что у меня получится, не будем говорить полная замена, а замена где-то процентов на 90 масла, я надеюсь, я поменяю, если все хорошо получится, если у нас, конечно же, подойдет вот этот адаптер. Адаптер я покупал сугубо по геометрии. Посмотрел, какая геометрия в машине, и покупал по геометрии. Не нравится мне единственное, что здесь очень большие отверстия, а там у нас вроде бы он прикручен винтами М6, ну, не то М8. Здесь же у нас отверстие 10 миллиметров. Ну, посмотрим. Да, так да, нет, так нет. 2000 километров назад я заменил масло в двигателе. Взял Mitasu ПАО масло 5В40. Значит, что удивительно, за 2000 километров ни единой капли угара масла не было. Что нельзя сказать о масле Эльф или Castrol, или последняя замена я делал себе, лил Лукойл. Вот, все это дело понемножку угорало. Эльф сильно угорал, Castrol, по-моему, также, Лукойл чуть меньше, но угорал. Здесь же на 2000 ни единой капли угара я не заметил. Машина работает четко, стабильно, красиво, то есть проблем пока я не вижу. Был куплен такой вот нагнетатель, я купил его на Алиэкспресс, постараюсь вам дать ссылочку. То есть заливаем масло, подключаем давление воздуха, регулируем давление и, соответственно, нагнетаем. Кувшинчик на 5 литров мной был куплен на Озоне. Шикарная вещь, очень качественный пластик. Вот, если я не забуду, то я дам вам ссылочку и на Озон. Хотя там то появляется, то пропадает, там не пойми, что делается. Так, теперь по запчастям. Брал почти все оригинальное. Прокладка поддона, друзья. Вот ее номерок. Фильтр. Вот его номерок. Уплотнительное кольцо стакана фильтра. Ну и давайте покажу вам оригинальный номер воздушного фильтра. Я его сегодня менять не буду, просто вот покажу вам. Так, и покупал фильтр салона. Не заморачивался я с оригиналом, не заморачивался я с этими углями и т.д. и т.п. Вот мне предложили такой фильтр Патрон. То есть не та эта штука, чтобы на ней что-то там заморачиваться и покупать задорого. Его можно поменять и 2 раза в год, и 3, и 4. Поэтому взял что-то там средненькое между
самым дешевым и оригиналом. Все, приступаем к работе. Сейчас я вам покажу, где установлен у нас теплообменник. Буду его пытаться снять. Вот, ну и дальше по ходу будем что-то снимать, показывать. Для работы я заметил, что мне будет мешать вот этот вот патрубок. Он здесь легко снимается. Здесь вот две такие защелки, сверху и снизу точно такая же. И достаем его из этого вот патрубка. Ну а здесь он просто у нас одет. И все. Поэтому этот кусок мы снимаем. И у нас есть доступ хороший к щупу. Так, давайте я продемонстрирую. Вот у нас щуп. Надеюсь, видно. Вот я взял магнитик. Вот этот вот, это у нас есть теплообменник. Крепится на 4 болтах. Для того, чтобы снять защиту двигателя, у нас надо 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтов открутить М6 подголовку на 10. Что мы с вами сейчас будем делать. 2 винта задних пока не откручиваю, я их приоткручу. Здесь у нас звездочка, болт под звезду Т-30. Откручиваем ее. И здесь под кожухом у нас еще есть 2 болта. Откручиваем 2 винта задних. И снимаем защиту. Защита у нас металлическая. Все, готово. Ну и вот наш теплообменник. Вот он. То есть по каждому углу по болту. Это я уже буду откручивать без вас. Тут показывать неудобно, да и в принципе нечего. Значит, для слива масла я не буду использовать сливную пробку поддона. Я решил слить масло при помощи насоса, то есть откачать насосом. Вот, вставляем трубку сюда. Оп, она до упора. Мы слышим, прямо до низа уперлась. Будем сливать в этот вот кувшин. Посмотрим, сколько мы сольем. Так, ну что, включаем и смотрим, сколько же у нас сольется масла. Поехали. Вот масло побежало. Масло довольно чистое, судя по трубке. Такого цвета масло. Давайте на свет. Машина прошла 52 тысячи километров. Масло ни разу не менялось. В самой емкости, видите, оно такое коричневое. Вот эти трубки. В трубках оно вообще светленькое. Короче, снимем поддон, посмотрим, что будет твориться на магнитах. Первый раз, как говорится, в первый класс. Все, пока ждем, сольется, покажу, сколько слилось. Методом откачки масла у нас слилось примерно... Так, где наш фокус? Примерно 3 литра 750 миллилитров масла. И вот такое вот оно в объеме. Темное, можно сказать, даже черное. Смотрите, какая прикольная пенка цветная. Класс. Итак, снимаем колесо левое. Открываем доступ к фильтру. Для доступа к фильтру нам нужно снять вот данный защитный щиток. Для этого откручиваем вот единственную гаечку. Готово. Так, и здесь вот внизу вот единственная клипса. Вынимаем. Упала. Пробуем открыть наш щиток.
выводим из зацепов, и наша крышечка как бы и снята. Потом надо будет, конечно, все почистить от этой грязи и установить на место. Вот здесь у нас установлен наш фильтр, один винт, и против часов надо сделать проворот. Но это будет позже. Так, народ, снял я теплообменник, отвел его в сторону. Вот он лежит. Для того, чтобы отвести его в сторону, мне пришлось открутить здесь вот место установки нашей трубки под щуп. Значит, вот смотрите. Вот так выглядит наша трубочка. И вот щуп. Снимать его несложно. Все, в принципе, доступно и отлично. Так, далее. Попробую залезть камерой туда. Вот я установил вместо теплообменника адаптер. Надеюсь, вам его видно. Вот он. И с него выходит два штуцера. Значит, все установилось классно. Все, адаптер подошел. Ну вот два штуцера. И я соединил, одел трубку. Трубка у меня целая. Значит, для чего я это сделал? Для того, чтобы я не понимаю особо движения масла в коробке. То есть выход у нас будет с нижнего штуцера, или выход у нас будет с верхнего штуцера. Поэтому сейчас снимаю поддон, чищу поддон, ставлю на место, заливаю масло и попробую кратковременно запустить автомобиль. Ну и, соответственно, у нас сразу покажет, в какой из трубок появится масло. После чего будем сливать и нагнетать. Итак, вот наш поддон. Сейчас я все эти винты раскручу и его сниму. Посмотрим, сколько же на магнитах у нас есть отработки. Итак, вот здесь вот пару буквально 2-3 болта будет неудобно откручивать. Поэтому используем либо карданчик, либо гибкий вал. Ну, кому как удобно. Либо просто рожковый ключик. Так, снимаю и смотрим. Будьте осторожны, в поддоне еще может остаться немножко масла. Ну, я откачал его по максимуму, надеюсь. Поэтому особо здесь ничего не должно разлиться у меня. Ну, по крайней мере, посмотрим. Так, ну что, сейчас снимаем поддончик и смотрим, сколько у нас осталось после откачки масла. Мне самому это очень интересно. Я оставил два болта спереди и сзади. И аккуратно будем снимать, смотреть. Так, болтики пока в карман. Ну что, аккуратно смотрим, снимаем поддон. Так. И смотрите, сколько масла. Тут всего-то ничего. То есть просто шикарно. Вот этот насосик откачал все масло, друзья. Так, сейчас пойдем на свет и посмотрим на магниты. Вот наши магниты, и смотрите, сколько здесь у нас взвеси. То есть абсолютный минимум вот этой вот пыльцы. Тем более, что за 52 тысячи масло у нас ни разу не менялось. Вот второй магнит. Давайте смотреть. То есть грубых частиц вообще нет. Я очень-очень доволен. И очень рад. Я очень боялся, когда снимал этот поддон, что здесь будет ежик просто из металла. 52 тысячи, ни разу не менялось масло и просто все супер. То есть обкаточный вариант. Снимаем фильтр грубой очистки и посмотрим на его состояние. Я его, честно говоря, новый не покупал. Не вижу в этом смысла. Промоем и поставим обратно. Маслица у нас немножко, видите, начала подсекать. Так, открутили. И аккуратненько снимаем. Хоп. Видите, обратите внимание, у нас снялась резиночка. Вот. Резинку лучше снять перед промывкой, чтобы ее ничем не разъело. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот, видите, сколько грязи наверху тоже есть. Поэтому все тщательно моем и устанавливаем на место. И вот она, резиночка. По-хорошему, надо было бы купить эту резинку новую. Ну да ладно, постараюсь сохранить и эту поставить. Все отмыл. Все как с завода, блестит. Видите, сеточка тоже имеет блеск и прозрачность. То есть все просто отлично. Даже, друзья, магниты оказались серыми, а не черными. Вот.
Все просто шикарно. Все, сейчас я все собираю. Вам уже показывать, как я кручу болты, нет смысла. Смотрите, значит, усилие зажатия фильтра грубой очистки у нас 8 ньютон, 7,9 плюс-минус 1. А усилие зажатия поддона у нас идет 5,9 плюс-минус 0,6 ньютон. Ну, то есть я буду жать 6 ньютон, и как бы на этом все. Вот пробку сливную, как вы сами видели, я вообще не трогал. Поэтому не нужна мне прокладочка туда никакая. Все откачано насосчиком просто, можно сказать, начисто. Все, собираю и дальше продолжаем эпопею. Так, народ, поддон у нас на месте. Снимаем и меняем фильтр тонкой очистки. Для этого отпускаем вот этот вот винтик под головку на 10. Проворачиваем нашу колбу против часовой стрелки, вот примерно так, и аккуратно вынимаем фильтр. Отсюда, конечно, должно что-то потечь. Оп. Смотрим, маслице у нас потекло. Вынимаем сам фильтр. Фильтр тоже ни разу не менялся с завода. Опа! Смотрим, чтобы там не осталась резинка, друзья. Вот эта вот резиночка. Бывают случаи, говорят, что резинка остается и поверху еще один фильтр ставят. И это не есть правильно. Значит, что касаемо фильтра, я бы не сказал, что он сильно грязный за 52 тысячи километров. Все просто шикарно. Видели мы и погрязнее, как говорится. Берем новый фильтр. Аккуратно вставляем. Поменял я здесь резинку. И тоже аккуратно вставляем. Перед этим я немножечко смазал слитым маслом данную резинку. Аккуратненько нужно вставлять, чтобы нашу резинку свежую не закусить. Что часто бывает. Вставили и провернули на место. Надеюсь, что закуса не произошло. Значит, провернуть можно больше нормы, как в моем случае. Вот, ставим примерно так. Ну, кусков резинки обкусанных я не вижу. Будем надеяться, что она не обкусилась. Все. И зажимаем обратно наш стаканчик. Так, решил я пока на место установить щуп, то есть трубку для щупа. Ну что, вскрываем канистру с маслом и заливаем в нагнетатель. Будем заливать в коробку. Значит, 4 литра грубо мы слили. Вот эту вот четверку я и залью. Пробочка открывается очень легко. Нажимаем в середину, и она у нас открыта. Если нужно обратно закрыть, хлоп, и она обратно герметично закрыта. Масло вот такое вот зеленоватое. Ну, не зеленоватое, я бы сказал, а даже зеленое. Все до капельки, ни грамма мимо. Посмотрим на осадок в канистре. Ну, я посмотрю, конечно. Осадка вообще никакого нету, что не может не радовать. Будем теперь закачивать в коробку. Наверное, я дам килограмм давления. Этого должно хватить, чтобы потихонечку мы это масло закачали в коробку. Берем наш нагнетатель, подключаем давление. Краник у нас здесь закрыт. Здесь открываем. Смотрим, сколько давления. Тут буквально килограмм. Вставляем в щуп и открываем кран. Наше масло побежало.
Уровень падает, масло уходит с нагнетателя. Вот эта вот вся штука синяя, которая ломается, переломается, она очень какая-то ненадежная, и через нее подтекает масло. Поэтому в будущем ее надо просто выбросить и кусок шланга туда, и все. Хоп, пошел воздух. Закрываем здесь краник. И на этом все. 4 литра мы, друзья, залили. Значит, сейчас, друзья, узнаем, из какого патрубка у нас потечет масло. Так, Денис, заводи. И сразу остановишь через 2 секунды. Стоп! И часть масла попала грязного нам в систему. Очень-очень все быстро происходит. Так, ну да ладно. Часть это не все. Значит, друзья, вот что вытекло у нас со шланга. Почти литр. Значит, сейчас сын заведет автомобиль. Вот, будет сливаться масло с коробки в эту емкость, а с этой емкости я буду нагнетать давлением воздуха, соответственно, обратно в коробку. Буду стараться, чтобы было равномерно, но не знаю, как получится. Денис, ты заведешь машину и каждую передачу по 3 секунды включишь, и потом заглушишь. Все, поехали. Стоп! Стоп! Вот у нас полилось свежее масло, чистое. Я закрываю выход. Закрываю нагнетатель, еще пускай немножко. И оставим литр для доливки. Хорош. Все, друзья, видите вы, какое пошло свежее масло, то есть процентов 90-100%, процентов 90-100% у нас масло заменилось. Я очень-очень доволен. Итак, друзья, вставил я ЕЛМ-ку в гнездо ОБД-2. Теперь включаем программу CVTZ50. Мониторинг работы вариатора. Видим, сколько у меня единиц. 2108. Так, возвращаемся. Счетчик старения масла. (2108) счетчик старения жидкости вариатора метод 2 33728 вариатором бах-бах. Для обнуления счетчика старения жидкости вариатора нажмите и удерживайте кнопку чтения счетчика старения. Так, давайте разбираться. Это походу эту кнопку. Обнуление счетчика старения. Вы уверены, что хотите обнулить счетчик старения рабочей жидкости вариатора? Да. Нажимаем.
счетчик старения вариатора сброшен. Друзья, переключился я на чтение работы вариатора. Как мы видим, у меня уже температура 25 градусов набралась. Пойду еще раз проверю по щупу уровень масла. Ну а счетчик старения масла у нас сброшен в 0. Так, счетчик сбросили. Давайте на 25 градусах быстро посмотрим, что у нас есть по щупу. Так, фокуса нет. Оп, есть у нас фокус. Ну, наверное, друзья, мы с вами в камеру не увидим. Во, ровно второй зубчик. То есть вот эта сторона у нас 25 градусов, видите? А эта сторона горячая 80 градусов. То есть здесь должно быть при 80 градусах вот до сюда. То есть вот это вот сетчатая шкала. Все, порядок. Короче, друзья, промучился я с этим маслом, с этой заменой масла в вариаторе почти целый день. Вот, то есть никуда не спешил, все потихонечку изучал, как что открутить, куда отодвинуть. Все отлично у меня получилось, все изучил. В следующий раз все это будет, конечно же, быстрее. Вот. Очень доволен, что я придумал, как это все дело заменить а-ля аппаратной замены. Конечно же, можно было сделать это все с промывкой, но для этого нужно было немножко отжалеть денежек на лишние литры масла. Что в моем случае как бы не особо и хотелось. Вот. Ну, я, в принципе, не жалею, что я заменил масло без промывки, так как вы сами видели, какое масло у нас откачивалось. Вот когда мы откачивали с вами насосом это масло. То есть оно было прозрачное, хорошее. Ну, а соответственно в ведре в большом объеме это масло, конечно же, темное. Точно такое же темное масло у нас и в нагнетателе. Свежее новое масло. То есть если посмотреть на большой объем, оно не прозрачное. Оно просто тупо темное. Вот. А когда у нас оно в шланжике, оно светлое, красивое и аккуратное. Вот. Значит, всем спасибо за просмотр, за то, что вместе со мной меняли масло. Все ссылки на все сопутствующие материалы и инструменты я дам в описании к этому видео. Также для белорусов я дам ссылочку на магазин водила.бай. Классный, друзья, магазин. Всем рекомендую, всем советую. Всегда все вопросы решались и решаются четко. Супер. Моя благодарность этому магазину. Так. Ну и, наверное, будем с вами прощаться. То есть поменяли мы масло, сбросили счетчик, и я поехал кататься, проверять. Защиту пока не ставил, хочу немножко покататься без защиты. И, наверное, завтра я машину подниму, может ближе к вечеру, может к обеду. Ну и посмотрю, нет ли у нас каких-либо подтеков. И после чего просто поставлю защиту, ну и дальше буду кататься. Все, всем спасибо, всем пока, до новых видео. Желаю, чтобы все.